Приветствую вас, друзья! Я Юрий Дарий, человек, которого постоянно обвиняют то в излишней либеральности, то в пропаганде кремлевских интересов. Кто бы вообще мог подумать, что эти две крайности могут сходиться в одном человеке. Но критика с противоположных флангов явно свидетельствует о том, что я на верном пути. Недавно я выпустил фильм о Сандармохе, месте памяти жертв политических репрессий. И тут понеслась. Почему только про репрессии, а где история героизма советского солдата? Ладно, критику я услышал. И чтобы вы не подумали, что я однобок, представляю вам новую тему. Новую тему, о которой я уже 2 года пишу статьи, снимаю ролики. Кто же из критиков их читал? И как раз сейчас я готовлю очередную статью для журнала «Вокруг света». И решил сделать еще и полноценный ролик про место, которое настолько сурово, настолько героично, что могло бы стать декорацией к фильму о выживании. Это хребет Муста Тунтури. Ну что, погнали? Когда я работал над фильмом о Сандармохе, многие говорили: понятное дело, тема репрессий это всегда резонансно. Но ведь в истории любого государства есть и другие, не менее важные страницы. Муста Тунтури – один из таких незнакомых эпизодов Великой Отечественной. Честно говоря, я и сам раньше лишь краем уха слышал, что где-то там, на севере, была линия фронта, которую немцы не смогли продавить до самого конца войны. Оказалось, что все куда глубже. Мое знакомство с Муста Тунтури случилось 3 года назад, когда я впервые поднялся на хребет. До этого я мало что знал об этом месте и что здесь происходило. Когда я ступил на эти каменистые склоны, во-первых, меня поразила тишина. Кажется, что тут вообще ничего не происходит веками. Но на самом деле 80 лет назад здесь шли ожесточенные бои, а фронт не сдвинулся ни на километр на протяжении всей войны. И это единственная линия фронта в Европе, где враг не смог продвинуться буквально ни на метр. Честно, первые пару часов я испытывал нечто вроде благоговейного ужаса. Вокруг голая тундра, ветер, кое-где виднеются ржавые железяки. И понимаешь, что это не просто гора, это застывшее поле боя. Для тех, кто не в курсе, Муста Тунтури находится на Кольском полуострове. Это хребет длиной около 9 километров и высотой в пределах 300-400 метров. Вроде бы не гигантские горы, но в условиях Заполярья и близости к Баренцеву морю они имеют стратегическую ценность. Свое название Муста Тунтури получило из финского языка. Муста черный, а Тунтури гора или тундровый холм. И, кстати, не зря. Эти скалы местами действительно выглядят мрачновато, особенно под хмурыми северными облаками. В чем же уникальность этого места? Во время Великой Отечественной войны немцы захватили норвежские территории и пытались прорваться к Мурманску, важнейшему порту Северного флота. Решающую роль играл Кольский залив. Если взять порт, поставки по ленд-лизу могут быть нарушены. Адмирал Головко когда-то сказал известную фразу: «Кто владеет рыбачьим и средним, тот держит Кольский залив». Фронт здесь стабилизировался примерно осенью 1941 года. С одной стороны немцы, с другой наши. И что поразительно, за 3 года линия фронта почти не изменилась. Конечно, были локальные столкновения и незначительные сдвиги позиций, но в глобальном смысле она оставалась практически статичной. Для Заполярья это уникальная ситуация. По разным оценкам, на этом участке боевых действий с обеих сторон погибло несколько тысяч человек. Точные цифры назвать сложно. Одни историки говорят о 5-6 тысячах погибших советских бойцов, другие называют более высокие цифры. Условия севера превращали каждый день в испытание. Зима здесь может длиться по полгода, температура падает до минус 30, а ветра пронизывают до костей. Представьте себе, вы всего лишь пару часов на холодном ветру, а уже хочется горячего чайку и теплой постельки. А люди здесь жили месяцами, годами, в траншеях, укрытиях. Под ногами то и дело попадаются гильзы, осколки, фрагменты укреплений. Некоторые поисковики рассказывают, что в отдельных местах сохранились фляги, ложки и даже личные вещи бойцов. Но не все укрепления, к сожалению, дошли до нас в целостности. Многие осыпаются, металлические конструкции ржавеют, но тундра действительно способна консервировать некоторые предметы под снегом и ветром. Трагедия в том, что Муста Тунтури до сих пор остается малоизвестным. При этом его значение в обороне Северного флота колоссально.
О ней не рассказывают в школе так же ярко, как о Сталинграде или Ленинграде, а ведь здесь тоже шла ожесточенная борьба. Чем дальше, тем меньше остается свидетелей и энтузиастов, готовых сохранять эти места в памяти. Металл ржавеет, укрепления разрушаются, и рано или поздно может наступить момент, когда от всей этой истории останутся лишь строчки в редких документах. Но, увы, официального систематического учета этих укреплений пока нет. Все держится на энтузиастах, историках и поисковых отрядах. Если о месте не говорить, оно легко может кануть в тень других великих сражений. Да, Сандермох – это место памяти жертв репрессий. Да, Муста-Тунтури – это линия фронта. Истории разные, но обоим местам грозит одна общая проблема – забвение. Меня в комментариях упрекали, мол, Сандермох – это чернение страны, а где же подвиг Красной Армии? Ну что ж, ребята, вот он, подвиг. Прямо здесь, на этой холодной гряде, всеми забытый и мало кому нужный. К сожалению, я один не могу изменить сложившуюся ситуацию. Я делаю, что могу, пишу статьи, снимаю ролики. Но тема эта, мягко говоря, не слишком востребована. Но если каждый, кому не все равно, сделает 3 простые вещи, поставит лайк, напишет комментарий и поделится этим видео в своих соцсетях, YouTube будет показывать это видео намного чаще. И есть огромный шанс донести до широких масс важность сохранения таких мест. Нас много и можем мы много, но только вместе. Однако есть надежда, что ситуация изменится. На Кольском полуострове планируется крупный туристический кластер Вала-Тунтури, поддерживаемый Норникелем и рядом инвесторов. С одной стороны, это может повысить известность региона, привлечь инвестиции и помочь сохранить памятные места. С другой, всегда есть риск, что массовый туризм превратит все в аттракцион и вытеснит сам дух исторического наследия. Принесет ли этот проект пользу Муста-Тунтури или сметет историю волной коммерции, покажет только время. Чем больше я узнаю о Муста-Тунтури, тем сильнее понимаю, что у нас в стране сотни подобных точек, каждая из которых хранит свою историю. О репрессиях и о героизме, о жертвах и о подвигах. Я не хочу, чтобы наша память делилась на правильную и неправильную. У истории не бывает черно-белых тонов. Если мы закрываем глаза на боль одних людей, а признаем только подвиги других, мы теряем общий контекст. Так что, побывав на Муста-Тунтури, я вдруг почувствовал, что эти нагромождения камней, эти ржавые гильзы и брошенные блиндажи, все это говорит: не позволяй забыть. И это касается любой страницы истории. На Сандермохе я стал либеральной подстилкой, а на Муста-Тунтури, возможно, стану кремлевским пропагандистом. Ну или наоборот. Друзья, здесь у нас полный простор для ваших фантазий. Пишите в комментариях, кто же занес бабки на этот ролик. А кто найдет еще и сами деньги, готов отдать половину. Но если без шуток, то давайте обсудим серьезно. Слышали ли вы что-нибудь о Муста-Тунтури раньше? Может, у кого-то из ваших дедов были письма или воспоминания о боях за Полярий? И что вы думаете насчет развития туризма в таких исторических местах? Жду ваших мнений. Каждый комментарий помогает другим людям узнать о теме. Ведь алгоритмы YouTube любят активность. Да, это банально, но поставьте лайк и поделитесь роликом, если считаете его важным. Это реально может помочь. Спасибо. С вами был Юрий Дарий. Берегите память, как бы пафосно это ни звучало. Ведь забыть легко, а вот восстановить порой невозможно. До скорых встреч, друзья!